Всем привет, это вторая часть обзора обновления Assemblage of Light. На этот раз свет клином сошелся на танках. Начнем с общих изменений. Эффекты всех аур, кроме новой ауры провокации, теперь равнозначны для самого танка и всех членов пати. Аура провокации — единственная аура, которая воздействует на окружающих врагов. Она с некоторым шансом агрит их, и еще это единственная аура, которая добавляет бонус к скорости передвижения только танку. Она может быть включена одновременно с другими аурами и руной сигиля. В обновленной ауре вызова осталось 15% уменьшения потребления маны умениями и 5% уменьшения отката умений. Вдобавок появился новый бонус в виде 20 очков к скорости передвижения. Последняя, третья общеклассовая аура стали после обновления увеличивает защиту на 15% и уменьшает критический урон на 10%. Все остальные ауры были удалены за исключением классовых. О них я расскажу чуть позже, когда мы перейдем к обзору каждого из классов. Теперь об общих защитных умениях. Их разработчики сильно переработали, и при демонстрации помните, что многие изображения скиллов поменяли или перетасовали между собой. Благородная жертва включает в себя отрицание смерти и имеет изображение старой фокусировки щита. Обновленная БЖ защищает всех сопартийцев, перенося 50% урона рыцарю, а при достижении 1 хп танк не умирает, как при отрицании смерти. Эффект отрицания смерти получил название пассивного скилла «Последняя капля», а тот, в свою очередь, «Великая крепость». Из явных минусов нового БЖ умение больше нельзя заточить на время. Однако в ходе тестов я заметил, что эффект БЖ может критовать на двойное время. Защита веры или пати-ут теперь зависит от защиты танка, а не дает статичную прибавку в несколько тысяч с 90% поглощением урона рыцарем, как до обновления. Вдобавок, защита веры увеличивает скорость передвижения и работает как иммунитет от удержания и оглушения. Жертвенность теперь называется 9 щитов. Ровно такое количество щитов можно увидеть на анимации, и вместо поглощения 90% урона повышает защиту на 50%. Кроме того, работает как резист от притягивания, отбрасывания, опрокидывания опасных зон и включает эффект рефлекта магии на 25% для сопартийцев, работает как аура, границы которой обозначены анимацией скилла. Важный момент в умении 9 щитов — это штраф, лимит сигиля, который появляется только на самом рыцаре, но не на сопартийцах. Умение «Фокусировка щита» получило новую иконку и работает теперь как активный скилл, увеличивающий магическую защиту, отражение урона и уменьшающий вероятность получения критического урона магии на 100%. Измененный шипованный щит теперь работает так же, как и новая фокусировка щита, только применительно к физическим умениям. Здесь надо заметить, несмотря на небольшое время эффекта, скиллы откатываются достаточно быстро. Кроме того, пассивка «Последняя капля», а точнее ее новое название «Великая крепость», выбивает 5-уровневый триггер, который в зависимости от уровня увеличивает блок щитом и на каждом уровне триггера сбрасывает откат шипастого и щита фокусировки, увеличивая их время, если один из этих селфов активен. Наконец, эффект максимальной защиты или Solo UD после фикса 19 апреля также зависит от защиты танка, но дополнительных резистов, как пати UD, не добавляет. Переходим теперь к атакующим умениям и дебафам. Щит-бумеранг, так называется новый агр на одиночную цель с иконкой старого БЖ. Кроме эффекта агро, бумеранг наносит урон цели и снижает скорость передвижения у противника. Обновленный заряд щита — это прыжок к цели с нанесением урона и дебафом на скорость передвижения.
Кара правосудия теперь с определенным шансом накладывает эффект безмолвия и уменьшение скорости каста и хаста. Сработать может как оба дебафа или какой-то один. Умение «Цепь галактики» теперь наносит урон и накладывает дебаф с эффектом притягивания и рута. Новый скилл «Удар щитом» получил иконку старого импульс щита, станет цель и наносит тоже некоторый урон. Импульс щита в свою очередь взял изображение старого умения «Волна щита», отбрасывает противников назад и наносит им урон. Волна щита теперь с новой иконкой, похожей на третьепрофный триггер. Это комбинированный скилл на 50% увеличивающий физическую защиту и атакующий эффектом стана с некоторым уроном. После фикса 19 числа Масс Агр из Тогла вновь стал активным умением, вместе со старым эффектом Агро. Наконец, обновленный авангард переводит 150% значения защиты щитом в силу атаки и увеличивает шанс и силу критов на 15%, а умения, связанные со щитом, в этот момент недоступны. Обратите внимание на параметр физической атаки, когда я меняю щиты с разной степенью защиты. При этом, если я одеваю разные щиты, то эффект авангарда исчезает, как если бы вовсе снять щит или взять двуручное оружие. Теперь кратко о классовых различиях. Как я уже говорил, у всех классов на 101 уровне есть уникальная аура. Теперь у этих аур есть общий эффект, увеличивающий защиту, снижающий получаемый критический урон и уменьшающий откат умений. Кроме того, есть дополнительный эффект, который отличается в зависимости от класса. Аура паладина добавляет еще 10% защиты и сопротивления дебафам. Куб Феникса восстанавливает фиксированные 6000 хп на максимальном уровне умения, дает дополнительный баф, который работает как перо раз в 30 минут, и этот же баф снимает дебафы и увеличивает сопротивление от них.
Дух паладина появляется только при использовании шипованного или фокусировки щита. Правда, у Мстителя и Шика похожий триггер появляется и без этих скиллов. Дух паладина увеличивает защиту на 15% и силу входящего хила на 10%. Икона паладина или клятва паладина на 1 минуту увеличивает защиту щитом на 120%, магическую защиту на 100%, скорость атаки на 30%, шанс и силу физических критов на 60%, защиту от дебафов на 30% и 50% добавляет ко времени действия отрицания смерти, которое теперь объединено с благородной жертвой. Вот обратите внимание, время действия отрицания смерти, которое включено в благородную жертву, ровно 10 секунд. Теперь сначала бафу икону паладина, и время действия отрицания смерти увеличивается на 5 секунд. У всех рыцарей Сигиля умение Цепная Гидра было заменено на различные классовые аналоги. У паладина это плеть горящей цепи, работает так же как и массовая цепь, только с дебафом воспламенения. Следующий бестаргетный нюк – Пламенное Перо, наносит урон и с некоторым шансом накладывает агродебаф на противников вокруг. Наконец, Скольжение Феникса – таргетный массовый нюк с дебафом, уменьшающим дистанцию стрельбы на 500 и требующим 500 руды. Следующий класс – Мститель. Классовая аура ДА после обновления не дебафает противников, а защищает сопартийцев, увеличивает атаку на 10% и отражение урона на 5%, то есть работает похожим образом, как и у других рыцарей Сигиля. У Мстителя после обновления не осталось ни одного кубика, однако триггер Вампиризм с новым названием Воля Мщения восстанавливает 3000 хп, снимает и работает как иммунитет от дебафов. Дух Мстителя, в отличие от Духа Паладина, о котором я уже говорил, появляется, как и раньше, при получении урона. Новый Дух Мстителя снимает дебафы, увеличивает атаку на 6% и отражает 5% урона. В обновленные умения массовых цепей Мстителя добавлен эффект восстановления ХП. Выстрел шипастой цепью наносит урон, притягивает цель и врагов рядом и восстанавливает 10% ХП. Мстительный шип также наносит урон, но притягивает врагов вокруг персонажа и восстанавливает уже 5% ХП. Охота за тенью, так теперь называется удар рассечения тени. Это коридорный нюк с дебафом, снижающим скорость передвижения и уменьшающим сопротивление притягиванию.
У Пантеры Мстителя были удалены все умения, остался только дебаф «Кровавая погоня», и то, который работает в пассивном режиме. Он уменьшает скорость передвижения цели на 80% и увеличивает урон от критов физической атаки на 30%. Время действия 3 секунды. Переходим к храмовникам Евы. У ТК осталось 2 кубика, куб Оцелота, который устанавливает 10% хп МП и снимает дебафы. И куб Ястреба на 7 секунд накладывает эффект защиты духа, который немного увеличивает физическую и магическую защиту, скорость передвижения, защиту щитом и защищает от дебафов. Кубы как у ТК, так и у ШК можно не переучивать, и после перерождения они не пропадают. Необходимо только еще раз будет изучить пассивку, чтобы активировать больше одного куба одновременно. У ТК, так же как и у всех рыцарей Сигилия, изменилось умение массовой цепи. Теперь оно называется Гигантская волна, работает так же, как и у Мстителя Шипастая цепь. Наносит урон, притягивает цель и врагов рядом, только без восстановления ХП персонажа. Новое умение Водоворот также похоже на скилл ДА Мстительный шип. Наносит урон и притягивает врагов вокруг, только без восстановления ХП персонажу. Еще одно новое умение – Обратный поток. Наносит урон, притягивает цель и врагов рядом, вдобавок накладывает дебаф уменьшение скорости передвижения на 100. Наконец, аура Храмовника работает так же, как и у Мстителя. Увеличивает атаку, а вместо рефлекта добавляет бонус к скорости передвижения. Имеет одинаковую для всех классовых аур ветку заточки на защиту от физических и магических атак и вторую ветку повышенной магической защиты. На 10 уровне заточки добавляет 10% магической защиты. Переходим к храмовникам Шилен. У ШК, так же как и у ТК, осталось 2 кубика. Первый — это куб с глаза, который уменьшает защиту у противников. Второй — это куб смерти, который увеличивает защиту от отрицательных эффектов и с некоторым шансом при убийстве противника накладывает эффект Тень Шилен на персонажа. Попробую убить моба, чтобы получить Тень Шилен. Сам триггер Тень Шилен снижает получаемый урон до 6666 за каждый удар. Икона ШК увеличивает на 120% защиту щитом, магическую защиту на 100%, скорость атаки на 30%, шанс и силу критов на 60%, силу физических умений на 15% и при использовании кары правосудия вместо магического сала
может дебафнуть с эффектом светового удара. Вместо цепной гидры у ШК появился новый скилл Цепи Смерти. Работает похожим образом, как умение Гигантская волна УТК, наносит урон и притягивает противников. Кроме того, есть похожий на водоворот скилл «Вдохнуть душу», наносит урон и притягивает противников вокруг персонажа. И, наконец, массовый удар молнии, время отката которого сильно уменьшили. Спасибо всем, кто так или иначе участвовал в переводе обновления и помогал с вопросами. Отдельное спасибо Мистлайту, Металэнджелу и Элмору. Это, пожалуй, все. Если вам есть что добавить или у вас появились вопросы, оставляйте их под видео.